Представьте на мгновение, что что-то происходит прямо у вас на глазах, но вы этого не видите. Не потому что это невидимо, а потому что это было намеренно скрыто. Глобальная элита, те, кто действительно держит власть, знают нечто, к чему большинству из нас нет доступа. У них есть доступ к такой огромной силе, которая может формировать реальность почти сверхъестественным образом. Это секрет, который они тщательно охраняют. Именно это держит их на вершине, в то время как большинство людей остается в цикле поиска, ожидая ответов, которые никогда не приходят. Они знают это. На протяжении всей нашей жизни нас учили смотреть на небо и представлять себе божественную фигуру, удаленно наблюдающую за нашим существованием. Идея Бога была построена как нечто внешнее для нас, сущность, требующая поклонения и преданности, нечто, что находится за пределами человеческого понимания. Когда мы думаем о Боге, обычно представляем себе сверхъестественное существо, фигуру, которая где-то далеко, ожидая вмешательства в нашу жизнь, чтобы услышать наши молитвы и совершить чудеса. Эта версия Бога, четко определенная и глубоко укоренившаяся в культуре, кажется создана для того, чтобы заставить нас верить, что что-то должно быть почитаемо за пределами нашего понимания. Но что, если все это иллюзия? Что, если истинная сила Бога — это нечто совершенно другое, нечто гораздо ближе, чем мы можем представить? Небольшая часть людей знает и держала в секрете так долго, что Бог не является внешней сущностью. Это неудаленная фигура, ожидающая вмешательства в вашу жизнь время от времени. Истинный Бог, сила, которая действительно движет творением, не где-то во Вселенной, ожидая вашей молитвы. Она внутри вас протекает через каждую мысль, каждую эмоцию, каждый импульс, который у вас есть. Энергия Творца Вселенной, сила, стоящая за всем существующим, является той же силой, которая пульсирует внутри вас, давая жизнь вашим мыслям и чувствам. Это истинная сила Бога, энергия, сознание и динамичная огромная сила, которая доступна в любой момент без необходимости в посредниках. И именно эта сила, это жизненно важное знание об истинной природе Бога было скрыто, потому что как только вы это поймете, все меняется. Когда мы осознаем, что истинный Бог — это не то, что нам нужно искать, а то, чем мы уже являемся. Наша перспектива на жизнь и на самих себя меняется навсегда. Это понимание — ключ к открытию новой реальности, где вы осознаете, что сила творения и проявления находится в ваших руках. Потому что в отличие от того, что часто преподают, реальность, которую вы знаете с ее ограничениями, вызовами и разделениями, не является всем, что существует. Есть гораздо больше, и все начинается внутри вас. Секрет, который хранит элита, содержит знание, которое большинство из нас не может даже представить. Они знают, что сила формировать реальность или даже наши жизни лежит в области внутреннего «я». Истинный секрет, который они охраняют, заключается в том, что Бог, как творческая и энергетическая сила, находится внутри всех нас, и именно через это понимание происходят чудеса в нашей жизни. Человеческий разум, согласованный с этой божественной энергией, способен преодолевать ограничения, наложенные на нас. То, что отличает их от большинства, это не сверхъестественная способность, а глубокое понимание основополагающего принципа – способности контролировать и формировать реальность через силу сознания. В то время как многие застряли в менталитете нехватки, ожидая, что что-то или кто-то изменит их жизнь, сильные действуют как творцы своего собственного существования. Они овладевают способностью согласовывать свои мысли, эмоции и намерения с универсальным потоком энергии. Они знают, что
каждая мысль и эмоция — это как семя, посаженное в почву реальности. И что они посеют, то и пожнут. Многим неизвестно, что эта сила находится в пределах досягаемости для каждого, но она тщательно скрыта. Представьте, что произошло бы, если бы у каждого был доступ к этому знанию, если бы каждый понял, что они не жертвы судьбы, а хозяева своей собственной реальности. Система, поддерживающая неравенство и манипуляцию, начала бы разрушаться. Вот почему элита продолжает скрывать этот секрет. Они знают, что если массы откроют, как получить доступ к этой силе, основа социального контроля рухнет. То, что удерживает большинство людей в подчинении, это страх, сомнение и незнание о том, на что они действительно способны. Восприятие того, что мы отделены от божественного, делает нас уязвимыми к внешним силам, ограничивающим убеждениям и системам, которые формируют нашу жизнь так, что мы никогда не задаемся вопросом. Эта сила – мощный инструмент, ключ к раскрытию неограниченного потенциала. Те, кто знает, как ее использовать, способны создавать, формировать и контролировать поток жизни вокруг себя. Они не живут на милость событий. Они организуют свою реальность с точностью, которая кажется почти магической. Эта сила, которая есть внутри нас всех, является фундаментальной силой, создающей мир, и элита это знает. Но вместо того, чтобы делиться этим знанием, они предпочитают скрывать его, потому что если бы этому стали обучать, баланс власти был бы полностью изменен. Внутри вас есть бесконечная сила, энергия, которая превосходит то, что большинство людей считает возможным. Каждая ваша мысль, каждое ваше чувство формирует вашу реальность. Это не мистическая или абстрактная сила, а та же творческая сила, которая движет Вселенной, протекая непосредственно через вас. Каждая идея, возникающая в вашем уме, подобна семени, посаженному в почву творения, и как любое семя, она имеет потенциал расти и проявляться в физической реальности, формируя мир вокруг вас способами, которые невидимы, но неоспоримы. Эта сила доступна всем, но по какой-то причине немногие знают, как эффективно получить к ней доступ. Причина этого недостатка доступа не в отсутствии силы, а в отсутствии понимания того, как ее использовать. Истина в том, что большинство из нас находится в неведении об истинных масштабах нашего потенциала. Не хватает практического и глубокого знания, которое делает возможным пробуждение этой энергии и ее сознательное использование. Когда вы не понимаете эту силу, вы становитесь пленником обстоятельств жизни, управляемым внешними силами, которые кажутся вне вашего контроля. Секретная элита, осознавая это повсеместное неведение, держит ключ к этой силе подальше от всех. Они знают, что пока большинство не знает, как использовать свою собственную творческую энергию, они будут продолжать манипулироваться внешними факторами. Однако истинный ключ к раскрытию этой силы заключается в чем-то простом, но глубоком – контроле разума. Когда вы научитесь управлять своими мыслями и согласовывать свои эмоции с намерениями, вы начнете видеть, как реальность меняется на ваших глазах. Вы начинаете осознавать, что все, что происходит вокруг вас, на самом деле является отражением энергии, которую вы излучаете. Реальность — это не что-то фиксированное или то, что просто происходит. Это отражение энергии, которую вы постоянно генерируете своими мыслями, убеждениями и эмоциями. И когда мы понимаем это, мы становимся способными сознательно формировать свою жизнь. Разум, согласованный с внутренней энергией, является средством для создания реальности, соответствующей вашему бесконечному потенциалу. Таким образом, истинный секрет — это то, что находится внутри вас, ожидая, чтобы быть использованным. Каждая ваша мысль — это не просто мимолетный образ в вашем уме, это прямой приказ,
который вы отдаете Вселенной, команда, начинающая формировать реальность вокруг вас. До сих пор многие считают мысли лишь абстракциями, идеями, которые приходят и уходят, не оказывая значительного влияния на физический мир. Но это фатальная ошибка. Мысли — это не просто воображение, это вибрации, энергии, колеблющиеся на определенных частотах, взаимодействующие с универсальной энергией и начинающие создавать те опыты, которые мы переживаем. Разум, когда он используется с осознанием, становится мощным инструментом создания. Это как если бы каждая мысль была камнем, брошенным в пруд, и волны от этого камня начинают воздействовать на все вокруг. Вот почему не случайно, что люди, которые овладевают этим знанием, понимают, что для формирования мира вокруг них необходима ясность мышления. Простого акта мышления недостаточно. Необходимо направлять разум с точностью, сосредоточенностью и намерением. Они не позволяют мыслям возникать случайно и брать контроль. Вместо этого они развивают созидательный образ мышления, где каждая мысль имеет четкую и конкретную цель. Ясность мышления таким образом является состоянием, чтобы согласоваться с внутренней силой и таким образом создать реальность, отражающую ваши истинные намерения. Когда вы начинаете понимать, что ваши мысли имеют немедленное влияние на реальность, происходит радикальное изменение. Дело больше не в том, чтобы ждать, когда что-то внешнее впишется в вашу жизнь. Когда вы понимаете поток создания, жизнь начинает трансформироваться мгновенно. Изменение, которое вы хотите, может произойти в тот момент, когда вы решаете согласовать свои мысли, чувства и действия с тем, что хотите проявить. Дело не в удаче или случайности, а в согласовании с силой, которая существует внутри вас, и с универсальной энергией, которая реагирует на эту вибрацию. На каждую мысль, которую вы направляете, вы создаете вибрацию, и Вселенная отвечает на нее, корректируя реальность вокруг вас. Чтобы действительно формировать реальность, ваши мысли должны быть идеально согласованы с вашими эмоциями. Вселенная реагирует на энергию, которую вы излучаете, и эта энергия не просто о расплывчатых идеях или намерениях, она состоит из комбинации того, что вы думаете, и, что более важно, того, что вы чувствуете. Если ваш разум полон позитивных намерений, но вы чувствуете сомнение или страх, вы создаете внутренний конфликт, напряжение, которое мешает творческой силе течь свободно. Когда ваши мысли и эмоции не согласованы, вы отправляете смешанные сигналы Вселенной, которая реагирует соответственно. Чтобы проявление было эффективным, эта энергия должна быть как мощная волна, без сопротивления, без внутренних противоречий. Например, представьте, что вы хотите привлечь богатство в свою жизнь. Вы постоянно думаете о изобилии, визуализируете процветание и возможность жить без финансовых ограничений, но в то же время вы чувствуете страх больших денег. Или наоборот, страх не иметь достаточно денег, никогда не достичь своих целей или столкнуться с трудностями. В этот момент ваш разум вибрирует в изобилии, но ваши эмоции погружены в нехватку. И на что реагирует Вселенная? На нехватку, потому что вибрация, которую вы излучаете в глубине души, это вибрация недостатка, страха и неуверенности. Согласование между мыслью и эмоцией не было достигнуто, и Вселенная просто отражает конфликт, которым вы живете внутри. Те немногие, кто знает об истинной силе создания, кто знает, как эффективно использовать эту силу, понимают, что недостаточно просто думать позитивно. Они знают, что эмоции — это топливо, которое придает силу мыслям. Они не просто визуализируют то, что хотят, но и глубоко чувствуют уверенность в том, что уже имеют то, чего желают. Именно это идеальное согласование между разумом и эмоцией делает их невосприимчивыми к ограничениям
навязанным сомнением или страхом. Они владеют своими эмоциями, зная, что они являются топливом для проявления. Недостаточно просто желать чего-то. Необходимо эмоционально жить так, как будто это уже происходит, чувствуя эмоцию от того, что цель уже достигнута. Это мастерство над эмоциями. Ключ к активации истинной силы для создания желаемой реальности. Наверняка вы заметили, что вещи, которые вы желаете больше всего, часто, кажется, ускользают у вас из рук, независимо от того, как сильно вы стараетесь их удержать. Это происходит по простой причине. Привязанность создает сопротивление. Когда мы привязываемся к чему-либо, будь то желание, цель или даже человек, мы в определенном смысле ставим барьер между собой и тем, что хотим. Эта привязанность создает чувство необходимости, нехватки, и именно эта энергия нехватки мешает естественному потоку создания. Истинная сила не в том, чтобы сильно желать чего-то, а в том, чтобы глубоко хотеть это, не чувствуя, что ваше счастье, успех или мир зависят от этого. Когда вы учитесь хотеть что-то, не нуждаясь в этом, чтобы чувствовать себя целым, вы разблокируете творческую силу, доступную каждому, но только доступную тем, кто понимает парадокс отстранения. Секрет заключается в потоке. Те, кто владеет этой силой, понимают, что истинное создание не приходит из борьбы, усилий или контроля. Оно приходит из потока, из доверия. Они четко ставят свои цели и желания, но затем отпускают их, зная, что, согласуясь со Вселенной, то, что предназначено для них, уже в пути. Они не цепляются за контроль и не ожидают немедленных результатов. Они доверяют, что Вселенная с ее бесконечным интеллектом доставит то, что принадлежит им в идеальное время. Это и есть парадокс отстранения. Вы четко формулируете свои намерения, но освобождаетесь от необходимости контролировать их, позволяя Вселенной естественным образом согласоваться с вашим желанием. Когда вы отпускаете, вы соединяетесь с изобилием. Привязанность, с другой стороны, создает чувство нехватки, а нехватка лишь притягивает больше нехватки. Энергия желания без привязанности – это ключ, который разблокирует творческую силу. Отстранение позволяет вам гармонизироваться с изобилием Вселенной, потому что, отпуская, вы отправляете сообщение о том, что у вас уже есть все, что вам нужно. Вселенная отвечает на это доверие и доставляет все, что вы заслуживаете, без сопротивления, без препятствий. И когда вы освобождаетесь от контроля, вы открываете себя потоку жизни. И именно в этом потоке происходит истинное создание. Отстранение позволяет творческой энергии течь свободно, без блокировок, а ваши желания проявляются органично и в согласовании с вашей истинной силой. У вас уже есть все, что нужно, чтобы преобразовать вашу реальность, создать жизнь, которую вы хотите, проявить свои глубокие мечты и цели. Но если вы чувствуете, что не проявляете реальность, которую желаете, возможно, недостает не самой силы, а вашей готовности признать ее и использовать с уверенностью. Истинное преобразование не приходит от ожидания или пассивного желания, а от доверия и сознательных действий. У вас есть возможность формировать свою реальность, создавать будущее, которое вы желаете, и единственное, что вам, возможно, не хватает, это сделать первый шаг. Вселенная уже готова ответить на вашу энергию. Теперь ваша очередь согласоваться с потоком и сделать изменения. Используйте свою силу с осознанием, уважением и любовью, и знайте, что Бог и Вселенная всегда будут действовать в вашу пользу.